Оказывались ли вы когда-нибудь в непростой ситуации, когда кто-то публично выказывает вам неуважение? Возможно, это был тактичный сарказм или неуместная шутка, которая заставила вас чувствовать себя недооцененным и униженным. В такие моменты вы задумывались, как мне ответить, чтобы не только сохранить свое достоинство, но и завоевать уважение, даже у тех, кто привык не ценить других. Не волнуйтесь, вы не одиноки. Мы все переживали подобные ситуации. Удивительно, но у вас есть больше контроля, чем вы думаете, над тем, как справляться с такими ситуациями. В этом видео мы рассмотрим эффективные советы и психологические техники, вдохновленные вечной мудростью стоической философии. Эти стратегии помогут вам не только спокойно преодолевать трудности, но и завоевать уважение окружающих. Оставайтесь с нами, чтобы узнать, как реагировать с умом, превращая неприятные моменты в возможность утвердить свою ценность. Начнем с того, чтобы понять, почему вы иногда сталкиваетесь с подобными ситуациями. В большинстве случаев это происходит не потому, что люди вас ненавидят или испытывают личную неприязнь. Проблема часто заключается в том, что некоторые люди проявляют своего рода оппортунизм. Они пытаются выделиться за счет того, что умаляют достоинство других. Им кажется, что, заставляя вас выглядеть слабым или неуверенным, они сами будут казаться значимее. Такое поведение часто встречается не только на работе, но и в кругу друзей и даже в семьях. Стоическая философия с ее вечными идеями учит нас, что уважение нельзя требовать или навязывать. Оно зависит от того, как вы ведете себя и устанавливаете границы для своей самооценки. Марк Аврелий однажды сказал: «У тебя есть власть над своим разумом, но не над внешними обстоятельствами. Пойми это, и ты обретешь силу». В такие моменты ваше спокойствие и уверенность — это ваше главное оружие. Но дело не только в том, как вы справляетесь с неприятными ситуациями. Важно создать среду, где уважение к вам становится естественным. Что это значит? Это означает, что никто не сможет использовать вас как ступеньку для возвышения. Вы должны показать, что знаете свою ценность и не позволите пошлым замечаниям или подрывным действиям выбить вас из колеи. Будьте готовы применить стоическую философию в повседневной жизни. Эти маленькие, но мощные стратегии помогут вам уверенно стоять на своем в любой ситуации. Если вы когда-либо чувствовали себя неуверенным или недооцененным, помните, уважение не завоевывается агрессивными ответами, а проявляется через то, насколько спокойно и твердо вы себя контролируете. Теперь давайте перейдем к практическим решениям и разберем, как справляться с неуважением, с достоинством и силой. Первый совет. Первое впечатление имеет огромное значение. Оно становится основой того, как вас воспринимают окружающие. Интересно, что это часто зависит не столько от того, что вы говорите, сколько от того, как вы себя подаете. Представьте, вы на важном мероприятии для установления контактов. Кто-то входит в зал, осматривает собравшихся и направляется к вам. Он протягивает руку для приветствия, но вы остаетесь сидеть, бросаете мимолетный взгляд на его руку, а затем пожимаете ее. Результат. Вы непреднамеренно передали сигнал, что эта встреча для вас не имеет большого значения. Мелкие действия, такие как это, сильно влияют на то, как вас воспринимают. Стоики это хорошо понимали. Они признавали, что простые жесты, такие как вставание и поддержание зрительного контакта при приветствии, это не просто правила хорошего тона, но мощные проявления уверенности и самосознания. Когда вы встаете, чтобы пожать руку, вы ненавязчиво передаете сообщение о равенстве, готовности и взаимном уважении. Это соответствует ключевому принципу стоицизма. То, как вы себя подаете, отражает ваши ценности и формирует восприятие окружающих. Расскажу одну историю.
Я однажды присутствовал на профессиональном семинаре, где основным фокусом было налаживание связей. Среди участников выделялся один человек. Независимо от того, здоровался ли он с руководителем компании или благодарил официанта за чашку кофе, он всегда вставал, смотрел собеседнику в глаза и вел беседу. Это не было показухой или чем-то чрезмерным, но произвело впечатление. Люди уважали его не за то, что он говорил, а за то, как он себя вел. Он излучал уверенность и искренность в каждом взаимодействии, легко завоевывая уважение. Для сравнения, я заметил другого участника, который во время приветствий всегда оставался сидеть. Он не хотел показаться равнодушным, это была просто привычка. Однако это, казалось бы, незначительное действие создавало невидимый барьер. Люди подсознательно воспринимали его менее серьезно, даже несмотря на то, что он был таким же способным, как и все остальные в комнате. Этот пример подчеркивает важную истину. Вставать при приветствии — это не просто вежливость. Это способ показать ценность другого человека и утвердить свою собственную. Вывод ясен. Подняться, чтобы поприветствовать человека — это не просто жест учтивости, а заявление о том, как вы цените себя и окружающих. Вот здесь на помощь приходит стоицизм. Стоики не концентрировались на том, что было вне их контроля. Они максимально использовали то, на что могли повлиять. В данном случае это ваше поведение, ваша подача себя и то, как вы показываете свою ценность через простые, но значимые действия. Если вы хотите внедрить этот урок в свою жизнь, начните с повседневных встреч. Неважно, встречаетесь ли вы с кем-то в офисе, кафе или даже на виртуальной встрече, будьте полностью вовлечены, вставайте при приветствии, поддерживайте зрительный контакт и показывайте уверенность своим языком тела. Эти простые жесты не только принесут вам уважение, но и подчеркнут вашу внутреннюю ценность, воплощение принципов стоицизма в действии. Помните, первые впечатления — это не только о внешности. Это о том, как вы демонстрируете свою уверенность, самоуважение и уважение к другим. Это суть того, чему учит стоицизм. Живите осознанно, обращайте внимание на мелочи, и пусть ваши действия определяют, кто вы. Итак, в следующий раз, когда вы встретите кого-то, поднимитесь, посмотрите ему в глаза и дайте своим поступкам говорить за вас. Второй совет. Если кто-то перебивает вас в публичной беседе, самое лучшее, что вы можете сделать, это зафиксировать на этом человеке твердый и уверенный взгляд. Когда вас перебивают во время разговора, особенно на публике, это может быть очень раздражающим. Вы пытаетесь выразить свою мысль, и вдруг кто-то вмешивается, сбивая вас с толку. Но подождите, естественная реакция многих людей — рассердиться или резко ответить, но это часто только усугубляет ситуацию и заставляет вас выглядеть менее сдержанным. Что же делать? Вот где стоическая философия помогает вам справляться с моментом спокойно и с достоинством. Стоицизм учит, что истинная сила исходит не из контроля над другими, а из контроля над собой. В такой ситуации простой, уверенный взгляд может сказать больше, чем слова. Вместо того, чтобы реагировать импульсивно, сделайте паузу. Посмотрите прямо на человека, который вас перебил, с спокойным, но сосредоточенным взглядом. Пусть тишина говорит за вас. Этот человек поймет, что его поведение было неподобающим и что вы не потерпите неуважения. Это не только демонстрирует уверенность, но и заставляет другого человека задуматься над своим поступком. Я помню один случай за семейным ужином. Я рассказывал забавную историю, когда один из родственников перебил меня, чтобы поделиться своей. Сначала я почувствовал себя немного растерянным и неловким, но вместо того, чтобы перебивать его в ответ, я остановился,
спокойно посмотрел на него и подождал. Тишина длилась всего несколько секунд, но оказалась значительнее любых слов. Он быстро понял, что перебил меня не вовремя, извинился и позволил мне продолжить. Остаток вечера прошел спокойно, и я снова взял контроль над разговором без какого-либо конфликта. Эта стратегия особенно хорошо работает в публичных или групповых ситуациях. Оставаясь сдержанным и уверенным, вы, естественно, привлекаете внимание, подчеркивая свое присутствие. Ваша сила становится больше, и вам не нужно повышать голос или спорить, чтобы вернуть себе место в разговоре. Стоицизм учит нас не позволять действиям других управлять нашими эмоциями. Вместо этого мы используем такие инструменты, как язык тела и спокойствие, чтобы контролировать ситуацию, не теряя достоинства. Но взгляд — это только начало. Как только вы корректно, но твердо указали на перебивание, вернитесь к своей мысли. Простая фраза, например: «Позвольте, я продолжу с того места, где остановился», не только утверждает ваше право говорить, но и сохраняет уважение ко всем участникам разговора. Помните, цель — не смутить другого человека, а установить четкое понимание, что уважение в общении — это не то, чем можно пренебрегать. Что примечательно в этом подходе, вам не нужно прибегать к агрессии или устрашению. Просто сохраняйте спокойствие, избегайте гнева, и ваши действия скажут больше, чем слова. Когда окружающие видят, как вы уверенно и с намерением справляетесь с перебиванием, они не только начинают уважать вас больше, но и задумываются о своем поведении. Стоицизм напоминает нам, что истинная сила заключается в сохранении самоконтроля, даже в сложных моментах. Итак, в следующий раз, когда кто-то перебьет вас, не теряйте самообладание. Сохраняйте твердость, удерживайте взгляд и покажите, что вы человек, которого стоит слушать. Это не только поможет вам завоевать уважение, но и выразит вашу самооценку значимым и долговременным образом. Третий совет. Когда кто-то пытается унизить вас шуткой в кругу друзей, используйте эту стратегию. Если кто-то из ваших друзей специально пытается унизить вас с помощью шутки, ваше первое желание может быть смутиться или расстроиться. Но помните, то, как вы отреагируете, определит всю динамику ситуации. Здесь стоическая философия может стать мощным инструментом, помогая вам сохранять спокойствие и контроль. Однажды на встрече с давними друзьями кто-то из них решил высмеять меня, рассказав всем неловкую историю из школьных времен. Сначала я почувствовал, как мое лицо начало краснеть, и захотелось ответить резко. Но вместо того, чтобы поддаться эмоциям, я вспомнил стоический принцип. То, что не вредит твоей сути, не стоит твоего беспокойства. Я улыбнулся, сделал вид, что не услышал рассказ, и спокойно попросил друга повторить историю, сохраняя спокойное и немного любопытное выражение лица. Вот что интересно. Когда человеку пришлось повторить свою шутку, ее эффект заметно снизился. Не только это, но и группа начала замечать неловкость ситуации, когда кто-то вынужден пересказывать неудачную шутку. Смех, который был в начале, угас, а рассказчик начал сбиваться, понимая, что попытка унизить меня провалилась. Ключ в том, что просьба повторить шутку не только снижает ее эффект, но и показывает, что вы остались невозмутимы. Этот подход позволяет вам сохранять самообладание, при этом тонко подчеркивая неподобающий характер действий другого человека. Еще важнее то, что это меняет динамику в вашу пользу без необходимости прибегать к ответным нападкам или терять достоинство. Выбирая этот путь, вы отправляете мощный сигнал. Вы — человек с внутренней силой, который не позволит мелким провокациям управлять вашими эмоциями. Это один из основных уроков стоической философии.
Сохранять спокойствие и контроль перед лицом мелких жизненных вызовов. What? Как же применить этот принцип на практике? Во-первых, помните, что вам не нужно сразу реагировать на каждое действие или слово. Сделайте паузу, вдохните и подумайте. Во-вторых, используйте тишину как мощное оружие. Тишина не пассивна, она создает пространство, чтобы другой человек осознал свою ошибку. Наконец, когда вы отвечаете, делайте это с уверенным спокойствием. Простая просьба повторить сказанное, произнесенное в нейтральном тоне, может иметь больше эффекта, чем спор или агрессия. Стоицизм учит нас, что наша реакция на неприятные ситуации отражает наш характер и внутренние ценности. Каждый раз, когда вы сохраняете спокойствие и отказываетесь втягиваться в негатив, вы не только завоевываете уважение окружающих, но и укрепляете свое собственное самоуважение. Итак, в следующий раз, когда кто-то попытается высмеять вас в присутствии других, помните, вы полностью контролируете, чем закончится эта история. Сохраняя спокойствие и ясность, вы всегда выйдете победителем. 4-й совет. Если кто-то пытается спровоцировать вас или разозлить, используйте очень эффективный психологический прием. Бывало ли у вас, что кто-то намеренно пытался задеть вас или причинить боль? А вместо того, чтобы сразу реагировать, вы справлялись с этим изящно? Представьте, вы на семейном собрании, и кто-то делает колкое замечание о неудаче в вашей карьере перед всеми. Это тот тип комментария, который ранит вас до глубины души, затрагивая боль, которую вы пытались оставить в прошлом. Внезапно все взгляды устремлены на вас, ожидая вашей реакции. В этот момент, вместо того, чтобы защищаться или пытаться оправдаться, вы делаете короткую паузу, сохраняете спокойствие и спрашиваете: «Кстати, кто-нибудь знает хорошую пекарню поблизости? Я хотел бы взять что-то для следующей встречи». Этот простой вопрос моментально меняет энергию в комнате. Человек, который пытался вас задеть, сбивается с толку, не зная, как продолжить. А разговор плавно переходит на новую, более нейтральную тему. Вы избежали не только усугубления ситуации, но и превратили неприятный момент в тот, который сработал вам на пользу. Эта стратегия «задать несвязанный вопрос» — это больше, чем просто хитрый прием. Это способ вернуть контроль над своими эмоциями и ситуацией. Прерывая поток провокации, вы отвлекаете внимание от негативной энергии и отказываете провокатору в удовольствии видеть вас расстроенным. Это идеальный пример применения стоических принципов. Сосредоточение на том, что вы можете контролировать, и отказа позволить внешним обстоятельствам диктовать ваше душевное спокойствие. Как мудро сказал Эпиктет, не то, что с вами происходит, важно, а то, как вы на это реагируете. Гениальность этой техники заключается в ее способности нейтрализовать негатив без конфронтации. Удачно заданный несвязанный вопрос сбивает провокатора с мысли, делая практически невозможным продолжение его попыток вас задеть. Одновременно это позволяет вам сохранять спокойствие и демонстрировать уверенность и самоконтроль. Это мощный способ завоевать уважение в любой социальной ситуации. Чтобы этот подход работал, важно сохранять естественность тона и поведения. Если это будет выглядеть натянуто или рассчитано, вы можете показаться неискренним. Выбирайте простой и нейтральный вопрос или комментарий, который органично вписывается в момент. Это может быть что-то о ближайшем ресторане, недавнем событии или просто случайное наблюдение. Цель — не уклониться от ситуации неловко, а мягко и естественно перевести разговор. Эта техника полезна не только в моменте, но и в долгосрочной перспективе. Она развивает устойчивость и внутреннюю силу.
Отказываясь вовлекаться в эмоциональные конфликты, вы демонстрируете себе и окружающим, что контролируете себя. Люди заметят вашу выдержку и начнут уважать вас за это. Более важно то, что использование этой стратегии помогает развивать ключевую стоическую ценность. Фокус на том, что вы можете контролировать. Вы не можете диктовать, как ведут себя другие, но можете выбирать, как реагировать. Это укрепляет вашу самооценку и отправляет четкий сигнал. Вы не позволите другим подорвать ваше спокойствие или достоинство. В следующий раз, когда окажетесь в ситуации, где чьи-то слова направлены на провокацию или причинение боли, вспомните этот подход. Задайте простой несвязанный вопрос и понаблюдайте, как меняется динамика. Вы не только разрядите напряжение, но и почувствуете уверенность в своей способности подняться над ситуацией. Как мудро напоминал Марк Аврелий, истинная сила заключается в сохранении душевного равновесия, несмотря на внешние обстоятельства. Освоив этот навык, вы будете справляться с вызовами с достоинством и повысите уважение окружающих в любой ситуации. Теперь перейдем к пятому и последнему совету — умение уйти. Бывало ли у вас такое, что вы чувствовали себя недооцененным, неуважаемым или даже полностью игнорируемым? Это неприятное чувство, но иногда лучший способ защитить свое самоуважение — это выбрать уйти. Стоическая философия учит, что уважение — это не то, что можно потребовать. Это то, что вы воспитываете, зная свою собственную ценность. И иногда уход — это не знак поражения, а проявление силы. Итак, давайте поговорим о самооценке. Хочу поделиться с вами одной историей. Моя подруга Сара была выдающимся творческим профессионалом. Однажды она присоединилась к крупному проекту в своей компании. Однако вместо признания ее упорных усилий, ее менеджер постоянно унижал ее перед всей командой. Он перебивал ее на собраниях, отвергал ее идеи и давал понять, что ее вклад ничего не значит. Сначала Сара старалась еще больше, считая, что ей нужно доказать свою ценность. Но после месяцев разочарования она поняла, что не обязана выпрашивать уважение у людей, которые не хотят его проявлять. Переломным моментом стало одно из собраний. Ее идею снова отклонили без всякой причины. В этот раз Сара спокойно закрыла свой ноутбук, встала и заявила, что направит свою энергию туда, где ее ценят. Она вышла из комнаты, оставив своих коллег в шоке. В тот же день она подала заявление об увольнении, не из-за гнева, а ради самосохранения. Через несколько месяцев Сара присоединилась к другой компании на руководящей должности, где ее не только уважали, но и ценили за ее талант. История Сары — это не просто рассказ об уходе. Это история о выборе, куда направлять свою энергию. Уход — это не проявление слабости. Напротив, это демонстрация того, что вы понимаете свою ценность и отказываетесь находиться там, где ее не признают. Стоическая философия учит нас, что единственное, что мы можем действительно контролировать, это наша реакция на ситуации. Вы не можете заставить других уважать вас, но можете выбрать не оставаться в месте, где уважение отсутствует. Самое мощное в уходе — это то, что это не про создание драмы или доказательство своей правоты. Это личное решение, тихое, но твердое. Это способ сказать себе «я стою большего». Как говорил Марк Аврелий, у тебя есть власть над своим разумом, а не над внешними событиями. Осознай это, и ты обретешь силу. Оставаться в неуважительной среде — это выбор позволить другим умалять вашу ценность. Так как же понять, когда пора уйти? Это момент, когда вы осознаете, что все ваши усилия завоевать уважение встретили равнодушие, когда вы чувствуете, что постоянно боретесь за признание. Не ждите, пока ваша самооценка будет подорвана.
Прислушайтесь к себе и, если необходимо, примите решение уйти. Потому что быть отсутствием, которое уважают, гораздо лучше, чем присутствием, которое игнорируют. Уход — это не капитуляция. Это установление границ. Стоическая философия учит нас не только контролировать свои эмоции, но и защищать свое чувство собственного достоинства. В следующий раз, когда вы почувствуете, что вас недооценивают, вспомните, что иногда самый уважающий себя поступок — это встать и уйти из-за стола, где вашу ценность не признают. Уважение не выпрашивают, его строят, исходя из того, как вы решаете относиться к себе. Мне было бы интересно узнать о вашем пути и ваших победах. Пожалуйста, подпишитесь на канал, включите уведомления и оставьте комментарий, чтобы поделиться своей историей, успехами или вызовами, которые вы преодолели. Если не знаете, что написать, просто напишите «Я могу это сделать», чтобы показать, что вы завершили этот сеанс. Ваше участие помогает нашему сообществу расти на пути к мудрости и искусству превращения каждого вызова в возможность. Я оставлю здесь еще 2 видео, чтобы вы могли продолжить свое обучение и развитие. Спасибо и до встречи в следующем видео.